1300 рублей стоила вот эта вот работа. Именно с этих слов я решила начать сегодня свое видео. Я даже не знаю, сколько должны были стоить такие ногти. Что принесли, с тем и будем сегодня работать. История заключается в том, что фото этих чудесных ноготочков мне прислали девчонки, администраторы, сказали, надо срочняк это все переделать, клиентке прям подгорает. И понятно, почему подгорает, тут неправильно подобрана форма и некорректно выкрашен черный цвет. Об этом чуть позже давайте поговорим. В общем, я, естественно, без каких-либо выяснений и обстоятельств решила, что надо взять ее во что бы то ни стало как можно быстрее. И не учла один-единственный момент, что когда покрытие свежее, а маникюр сделан 2 дня назад, и там все напихано под невычищенную кутикулу, снятие, конечно, будет не из легких, но благо фреза с тоненьким носиком, елочка мне в этой ситуации очень хорошо помогла. А ту мелочевку, которую я не смогла достать ей, я совершенно спокойно доработала алмазными фрезами. Сейчас убираем все старое, потому что как только я сняла цвет, я поняла, что там спасать совершенно нечего. И сколько бы я ни старалась и не пыталась это откорректировать, конечно, намного легче все снести и сделать заново. Дальше рождается вопрос, что это за пилка у меня в руках. И, честно сказать, у меня просто файлы в кабинете закончились, а мне так охота было скорее с ней начать работать, что я взяла пилочку из шкафчика. У меня там есть такой шкафчик, там всякие пилки непонятные лежат, просто запасные. Вот он, тот самый момент, когда так делать было не надо, потому что эту пилку в итоге я выкинула, взяла другую, опять не ту. Весь маникюр плевался, но это тоже не суть. У нас тут руки грызуна, короткая ногтевая пластина, широкая ногтевая пластина, влажные руки, резиновая кутикула. В общем, весь букет всех возможных приключений, да и плюс маникюр был аж 2 дня назад, то есть там все как-то расковырено, недочищено. Она говорит, я еще поковыряла перед маникюром, потом на маникюре мне как-то странно все сделали, слово за слово, в общем, получилось вот так. Но пока я тут все это дело очищаю, я бы хотела вот какую тему поднять. Я, конечно же, спросила, сколько это счастье стоило, и, как я сказала в начале видео, 1300 рублей. Дальше был другой логичный вопрос, то что я спросила, оплатила ли она этот маникюр. И вы не поверите, она за него заплатила ровно 1300, как и было указано в прайсе мастера, или не в прайсе, не знаю, как они там, где это дома, по-моему, где-то находилось. Я спросила ее, почему она решила оплатить эту услугу. Она сказала, что мастер же работал, мастер же старался, и мастер же потратил время и материалы. Тут мне вообще я перестала что-то понимать в этот момент, потому что те клиенты, которых знаю я, и те клиенты, которые ходят к нам в салон, они очень придирчивые, они очень внимательные, они замечают и подмечают все. У нас были даже претензии из категории «мастер вел себя не очень уверенно», то есть даже за это пытались как-то там просить какую-то компенсацию так окольными путями, ненавязчиво. В общем, клиенты бывают очень разные. И на самом деле про потребительский экстремизм я могу очень долго рассказывать, это вообще отдельная тема. Если интересно, тоже напишите, рассказать. Я могу поговорить об этом. Я пока не знаю, как эту ситуацию решить, но потребительский экстремизм имеет место быть. И каково было мое удивление, когда у меня в кабинете прямо передо мной сидит клиент, который этим экстремизмом как раз-таки не страдает. Это прям настоящая редкость в наше время. В общем, она решила, что оплатить нужно во что бы то ни стало, потому что мастер работал, потратил время, материалы и, в общем-то, заслуживает поэтому оплаты. Я же, в свою очередь, не понимаю, почему так. Я говорю, вам не нравятся ваши ногти? Она говорит, нет, не нравится. Но она человек не конфликтный, это цитата. И решила, что не будет со своей знакомой ругаться и просить или вернуть деньги, или что-то в этом роде. В общем, как могла, я ей объяснила, что пока такие, как они, платят за эти маникюры, будут такие, как та, которая сделала ей этот маникюр. Я надеюсь, что я очень четко донесла свою мысль. А здесь непонятная халай-махалай происходит. Здесь у меня горячая вода в таком обычном стаканчике, на самом деле можно налить ее куда угодно, главное, чтобы был кипяток. Я налила эту горячую воду для того, чтобы поджать гелевые типсы. И, честно говоря, здесь, наверное, это было немножко опрометчиво. Я не про поджатие, я вообще про выбор материала. В первый раз мы делали этой клиентке, она, кстати, у меня не впервые, перед Новым годом делала ей маникюр, она приходила к нам в салон, потом ей стало что-то лениво ездить, и результат. Но это ладно, не главное. В общем,
тогда гелевые типсы прокатили, а в этот раз, я не знаю, то ли она ногти расковыряла, в общем, что-то поменялось, и стало понятно, что они здесь встают не совсем так, как нужно. Но так как я уже задалась этой целью, я решила идти до конца и посмотреть, как можно такую ситуацию спасти. Дело в том, что на третьем пальце размер гелевой типсы у нас составил 2, то есть там вот есть двойка и единичка. Но это достаточно крупные размеры, обычно они идут на большие пальцы. А у нас так получилось, что это оказался аж средний. И я, само собой, понимала, что ногти получатся слишком широкие. Также еще осложнял ситуацию тот момент, что ногтевая пластина короткая, и все вот эти вот прикладывания и присушивания, которые обычно я практикую, закрывая большим пальцем, часть гелевой типсы со стороны кутикулы здесь просто не работают. Поэтому я подставляла типс разными способами, присушивала маленькой лампой, фонариком и, в общем, страдала весь маникюр как могла, вот честное слово, потому что я думаю, зачем я начала гелевые типсы? Надо было поставить нити на точке вроста и поставить верхней формы. Я думаю, это будет намного сильно дольше, ведь изики проще. Короче, все вот эти вот мысли меня одолевали в течение всего маникюра, пока я это делала. И знаете, в какой-то момент наступила вот та самая вот минутка слабости, когда ты такой сидишь и думаешь, все, я бездарность. Это никуда не годится, это плохая работа, надо все нафиг снимать и перенаращивать. Но я помню, как это бывает, и часто бывает, сидишь, так думаешь, что все днище, все пропало, а потом заканчиваешь работу, проходит день, смотришь фотки, видео, такой, ничего, нормально, вообще-то неплохо. То есть это для меня нормальная практика, я периодически страдаю приступом перфекционизма и очень сильно, на самом деле, с этим борюсь, потому что в погоне за какой-то несуществующей идеальной картинкой, конечно, можно ни к чему хорошему не прийти. Тут мы уже установили гелевые типсы, и сейчас я их просто подрезала ножницами. Вы все видели правильно, глаза вас не подводят, их можно стричь, как обычные ногти. Они достаточно эластичные и поддаются такому воздействию. Дальше мы выполняем верхнюю шлифовку. Я где-то с минуты на минуту должна с этой пилкой психануть, потому что она тут сейчас перестанет пилить. Ну ладно, бог с ней, с этой пилкой на самом деле. В общем, что хочу сказать. Несмотря на то, что я их нагрела и поджала, и они изменили свою арку, в стаканчик я там макала, то на ногте они все равно встали, распрямились на ширину ногтевой пластины, и в итоге мы получили вот такие лопаты. Мне кажется, что ширина типсы на среднем и на безымянном пальце просто вопиющие огромные. Прям вот лопаты лопатами. Я пилила указательные, осмотрела на те два, и вот это тот самый момент, когда я думаю, все пропало, шеф, и не знаю, что делать. Думаю, так, соберись, тряпка, давай будем работать. Тут я, кстати, делаю очень прикольный прием. Это обезжиривание спиртом, либо жидкостью, которая у вас есть, для того, чтобы вот такая фреза не забилась. Та самая елочка, которую я до этого из-под кутикул доставала, а сейчас я ей спиливаю стык. Для тех, кто не знает, гелевые типсы ставятся на базу и на подложку из базы и присушиваются маленьким LED-фонариком. Это было такое лирическое отступление. Тут мы возвращаемся. В общем, тут в процессе я все думала свою думу и решила, что... Здесь, кстати, тоже случился факапушек, там не прилегало типсы. В общем, это не самые такие подходящие ногти для этой техники, но даже в безвыходной ситуации выход мы нашли. Сейчас здесь поставим заплатку, здесь ничего страшного, такое бывает. В общем, я решила, что я буду выкладывать на них гель, который хорошо жмется, прям проверенный. Таких гелей у меня несколько, из тех, что стоял под рукой, у меня был азаровский гель, там Азарова плюс Dance Legend, это коллаборация, так же, как у меня с Именькой, вот эти вот гелевые типсы. Иногда бывают такие прикольные продукты, когда блогер или инструктор с каким-то брендом что-то совместно изобретает или выпускает. Вот и здесь тоже такая же история. Азарова, кстати, это очень крутой инструктор по моделированию. Я надеюсь, что она этого не увидит, потому что это днище, позорище. Я даже не знаю, как это назвать. Это, кошмар. В общем, я вспомнила, что ее гель жмется очень хорошо. У меня не было времени на тесты. Я знаю, что гели Имень и Именька тоже поджимаются, но мне нужна была молочка, она у меня там вся закончилась. И тут я вспомнила про заветную баночку Азаровой. Он очень красивого прохладно-молочного цвета, но нам сейчас это не важно, потому что мы в итоге передумали и сделали другой цвет. Проехали с этой молочкой. Это, как всегда бывает. Сначала одно выбираешь, делаешь, потом другое. И вот сейчас я его выкладываю. Ситуация с ногтем не меняется. А вот когда мы его немножечко подсушили и стало припекать,
мы достали из лампы пальчик и постарались очень осторожно поджать. Понятное дело, что зажать там супер какую-то арку здесь просто, технически ничего не получится, потому что, ногти вот они какие есть, такие они и будут. Но мы решили, что подожмем настолько, насколько сможем. И для фиксации досушки мы устанавливаем прищепку. Она нигде не фиксировалась на кончике, поэтому сейчас поставим ее на точке вроста. Я очень не люблю туда ставить, потому что это крайне неприятно клиенту, но она сказала: я ради красоты готова. Я готова страдать, я готова жертвовать и так далее. В общем, отправила ее досушиваться. Дальше с помощью салфетки и спирта я остужаю ноготь, и гель, и арку в том числе. Это очень важный момент. Так это происходит максимально быстро, и не нужно будет ждать с прищепками на ногтях. Раз, и все остыло. И сейчас мы посмотрим, что у нас на второй руке. Здесь такие же лопатки, так просто, чтобы вы не забывали, как это было. И теперь после поджатия и выкладки, прям лучше стало, еще не прям вот классно, но стало лучше. И тут нас спасет опил. Здесь все-таки, несмотря на то, что выкладка типа безопильная, я вообще в эту ерундистику не особо верю. Я за то, чтобы попилить, потому что всегда есть где что доработать. Поэтому нашу лже-безопильную выкладку, естественно, мы будем пилить. Вот как раз я уже тут другую пилку взяла, поэтому давайте пропустим этот момент, там это было очень долго. И в итоге опиленные ногти мы покрываем цветом, там уже мало времени оставалось, поэтому просто выбрали однотонный гель-лак. Я забыла бренд, там посмотрите в начале, но в общем это из посылки от Runail. Ссылочку, кстати, на обзор по Runail я тоже оставлю, если интересно, перейдите, посмотрите. Это очень красивый гель-лак, у него там и что-то светоотражайка, какие-то юки, а еще он термо, то есть он от фиолетового до такого коричневого бежевого, но у нас, к сожалению, не было времени макать ее куда-нибудь в стаканы с горячей и холодной водой, но могу сказать, что укладывается в один слой, я им чуть подвыровняла, и все прекрасно. На педикюр советую такой гель-лак не брать, потому что он ложится в толстый слой практически как база, то есть с выравниванием, чтобы он был плотный. Соответственно, на ножки нам это не подойдет. А вот на руки самое то. Очень красивый цвет. Мне до сих пор кажется, что я сделала говно ногти. Но клиентке очень понравилось. И это, объективно, это лучше, чем то, что было до этого. Наверное, есть мастера, которые сделают намного круче, но у меня вот так вот получилось. Мы перекрыли все топом без липкого слоя. И вот такие ноготочки у нас вышли. Я вижу, что они достаточно широкие, да и кутикула, если честно, в шоке. Но после маникюра за 2 дня до этого, я думаю, что это максимум, который я могла ей предложить. И самое главное здесь, на самом деле, эмоции самого клиента. Она счастлива. Сейчас покажу еще со всех сторон эти ногти, покручу. И она сказала, что это просто было замечательно, что ей все понравилось. Она с удовольствием теперь не будет лениться к нам ездить. Конечно, она будет ходить к девчонкам в салоне, к другим мастерам. Тут весь трешак уже мы поправили. Дальше ее просто ждет коррекция. А вот так вот это все выглядит на солнышке. И да, я вижу, что покрытие не под кутикулу. Там под кутикулу ничего у нас не получалось, потому что не открывалось и не вычищалось, так как маникюр был совсем недавно. А еще мы обнаружили, что тепленькие они подходят ей под спортивный костюмчик. В общем, все, исповедь закончена. На этом у меня все. С вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч.